Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, я рада вас приветствовать у себя в гостях. Сегодня я приготовлю итальянские горячие бутерброды, называются кростини. Это один из видов традиционной итальянской закуски на ломтике небольшого поджаренного хлеба, смазанного оливковым маслом. А вот дальше простор для творчества. Начинка может быть разной. У меня сегодня с грибами. Для рецепта мы берем ломтики хлеба небольшого размера, грибы, у меня шампиньоны уже помытые и очищенные. Так, цедра лимона нам надо будет, сметана, оливковое масло, сыр твердых сортов, чеснок, соль, перец, лук. Лук берем, если маленький, то целая луковица понадобится, если большой, то половинка. Хлеб можно обжаривать двумя способами: в тостере и в духовке. Я буду в духовке обжаривать. Ломтики выкладываю на решетку. Нарезаем грибы тонкими пластинками. Лук нарезаем на четвертинки и режем тонко. Лук обжариваем на растительном масле. Лук стал прозрачным, добавляем сюда грибы. И обжариваем все вместе до золотистого цвета грибов. Грибы понемногу начинают подрумяниваться. Берем пресс, чеснок. Выдавливаем сюда чеснок. И еще пару минут прожариваем. Добавляем соль по вкусу, перец. И сметану. И буквально минутку еще держим на огне и выключаем. Все, отключаем нагрев. Теперь берем хорошо промытый лимон, помытый. И немножко нам надо добавить сюда цедры гриба. Достаточно. Такой приятный аромат пошел. Так, хорошо перемешали. И теперь мне надо остудить грибы, поэтому я их перекладываю в тарелку, чтобы они быстрее остыли. К остывшим грибам добавляем натертый на мелкой терке сыр. И перемешиваем. Поджаренные кусочки хлеба смазываем оливковым маслом. Сверху выкладываем начинку из грибов. Ставим бутерброды в хорошо разогретую духовку на 3-4 минуты. Кростини готовы. Перекладываем их сразу на блюдо и подаем к столу. Начинку для кростини можно приготовить больше и хранить ее в холодильнике в течение 2 дней. И все эти 2 дня у вас будут свежие и вкусные кростини. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!